Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео поделюсь идеей и покажу мастер-класс на вот такой вот космический маникюр. Очень давно уже хотелось сделать вот такую вот подборочку дизайн ноготков в таком космическом галактическом стиле или зодиак, чтобы все это присутствовало. И наконец-то все сошлось, необходимые материалы, цвета, втирки. И мне наконец-то пришла вот такая вот красивая пластина. Ссылочку на нее и вообще все названия материала найдете в описании под этим видео. А я начну свою подборочку с дизайнов попроще. Это будут френчи, как раз их можно взять за основу и выделить по одному-два ноготка уже с космической тематикой. Ноготок в качестве подложки у меня перекрыт черным гель-лаком с мелким шиммером, как раз и напоминает вот такое звездное небо. Сверху этот черный перекрыла сейчас кошачьим глазом. Этот кошачий глаз дает блик от бирюзового до фиолетового и даже свекольного. И вот такой вот ручкой магнит, палочкой или маркер, я бы сказала, делаю вот такой по форме ноготка овальный блик. Этим магнитом, кстати, очень удобно и очень быстро получается очень яркий блик. Просушиваю этот гель-лак 30 секунд, вытираю липкий слой. И шлифовщиком тщательно хорошо бафлю. Обязательно у кутикулы и боковых валиков тщательно забафить. Вытираю от пыли и топом без липкого слоя. Лучше взять погуще топ, но чтобы хорошо очень выравнивался. Тот, что хорошо подходит под втирку. Прорисовываю вот такой вот френч. Сначала прорисовываю кистью из флакона, а затем уже кистью страйпер дорабатываю усики этого френча. Выравниваю по свободному краю и отправляю в лампу на 1 минуту. После того, как топ просох, этот френч просох, вот такую золотую втирку буду втирать, цвет благородное золото. Ссылки на название найдете в описании под этим видео. Вглаживаю аккуратно ее аппликатором, сильно не тру, не нажимаю. И получается вот такой вот безумно красивый, ровный, металлический, глянцевый френч. Излишки втирки смахнула кистью, и очень красивое сочетание. И, кстати, мне понравилось даже вот этот матовый, именно глянцевый этот френч и матовый кошачий глаз, перелив вот этот вот. И перекрываю ноготок глянцевым топом без липкого слоя. Лучше взять топ погуще, поплотнее, чтобы хорошо перекрыть, запечатать втирку и в то же время немножечко выровнять, так как все же френч этот имеет некоторый объем. Залипательное сочетание. Просвечивается этот черный шиммером, как будто такое действительно звездное небо. И вот этот красивый горящий блик. Просушиваю топ 60 секунд. Следующий вариант дизайна. Также на этот черный гель-лак с шиммером перекрываю кошку, кошачий глаз, с таким бирюзово-фиолетовым отливом. И теперь буду таким прямоугольным магнитом, ставлю его ребром и тем самым делаю вот такой вот кошачий френч. Блик в форме френча. Просушиваю ноготок, кошачий глаз сохнет от 30 секунд до 60, обезжириваю, так как он имеет липкость, и хорошенько шлифовщиком бафлю. И, кстати, в матовом варианте мне тоже понравился этот дизайн, этот блик и вот это звездное небо под матовым топом тоже очень круто смотрится. И по этому матовому ноготку зашлифованному прорисовываю кистью страйпер и золотой гель-краской без остаточной липкости, в ту, в которую хорошо вотрется. Потом втирка золотая. Почему я использую именно золотую? Эту обводку также можно прорисовать и очень густым топом без липкого слоя, и в него потом втереть тирку. Но краской лучше видно, и это удобнее, и при каких-то сколах, повреждениях дизайна не будет видно вот этих недочетов, так как и краска золотая, и сама втирка. Я просушила краску 1 минуту, вгладила аппликатором золотую втирку, и если есть какие-то недочеты, салфеткой смоченной в обезжиривателе их аккуратно вытираю. Перекрываю ноготок, слегка выравнивая глянцевым топом без липкого слоя. Просушиваю топ 1 минуту. Следующий вариант. В качестве подложки у меня обычный черный гель-лак. Сверху ноготок перекрыла кошачьим глазом. Сделала так же, как в предыдущем дизайне, вот этот кошачий френч. Просушила гель-лак 30 секунд и затем перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Ноготок должен быть идеально гладкий, идеально ровный, так как дальше буду втирать втирку. Просушиваю топ без липкого слоя 60 секунд
И затем аппликатором аккуратно вглаживаю золотую втирку по контуру этого френча, как бы по ногтевому ложу. Аппликатором это очень удобно и очень аккуратно и четко получается. Тут, в принципе, можно втереть как получится, не добиваться большой ровности, и затем уже смахнуть эту втирку и салфеткой смоченного обезжиривателя либо в спирте уже обтереть как необходимо, чтобы сделать ровный и четкий вот этот контур этого золотого ногтевого ложа. И, собственно, дизайн готов. Перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Я пользуюсь каучуковым топом поплотнее и сушу 60 секунд. Следующий вариант дизайна. Ноготок у меня перекрыт в качестве подложки черным гель-лаком и сверху перекрываю матовым топом вот с такими вот крупными золотыми блестками. Хорошо выровняла ноготок и просушила 1 минуту. Вот такая красота получается, очень похожа на искрящиеся вот эти вот звезды на ночном небе. И теперь по этому матовому топу просушенному кистью страйпер и золотой гель-краской без остаточной липкости прорисовываю вот такой вот месяц, он совсем небольшой, где-то 4 мм в диаметре, и звездочки, пару-троечку на ноготке поместится вот таких звезд. Но одна у меня будет звезда и будет как комета. Прорисовываю сначала саму звезду, а затем уже от нее прорисовываю вот такую вот волну. Промежуточно просушиваю по 5-10 секунд, чтобы зафиксировать. В случае, если я ошибусь, то можно будет стереть только не получившиеся элементы. Прорисовываю вот такие вот волны, как бы от этой звезды. Это такой своеобразный хвост кометы. И еще пару звездочек также дорисую. Звездочки совсем небольшие, где-то 2 мм в диаметре. Сильно много, часто их тоже не надо делать в зависимости от размера самого ноготка. Просушиваю окончательно 60 секунд и затем аппликатором аккуратно вглаживаю втирку. И уже получается вот такие вот на этом замшевом бархатном фоне вот такие металлические элементы. Остатки втирки смахнула кистью. И теперь глянцевым топом без липкого слоя, лучше взять погуще этот топ, чтобы он не растекался, прокрашиваю, перекрываю эту втирку, прокрашиваю каждый элемент, чтобы было удобно, промежуточно прокрасив пару элементов, просушивать, фиксировать в лампе несколько секунд. Я перекрыла топом все элементы, просушила 1 минуту, подождала несколько секунд и салфеткой смоченного обезжиривателя обтерла от остатков втирки. Следующий вариант дизайна, покажу градиент и на нем френч. Очень мистический и действительно как-то галактически смотрится. Где-то на 3/4 у меня ноготка перекрыт вот такой черный гель-лак с шиммером, и на 1/4 или может даже 1/5 ноготка белый гель-лак. Кистью гребешок разметающими движениями из стороны в сторону я перемешала между собой эти два гель-лака, тем самым уже получился достаточно плавный переход, доработала у боковых валиков, просушила 1 минуту. Да, я использую всего 2 цвета, так как они очень хорошо между собой перемешиваются, потому что гель-лаки очень плотные. Первый слой, так как он в качестве подложки, нам не нужен был идеальный. Вторым слоем я наношу точно так же черные и белые гель-лаки и точно так же перемешиваю сначала разметающими движениями из стороны в сторону, а затем уже вот такими вот стягивающими, и при необходимости повторяю 2 раз эти стягивающие движения. Таким образом получаю уже плавный, идеальный, ровный градиент. Если где-то какие-то мусоринки или недочеты, тонкой кистью убираю, дорабатываю. Ставлю сушиться на 1 минуту. Я прорисовываю френч вот такой вот скошенной прямой кистью. Мне очень удобно, делаю я так много лет. Но тут, в принципе, кому как удобно. Гель-краска у меня без остаточной липкости, черная. Все ссылки на название найдете в описании под видео. Я не агитирую прорисовывать вот такой кистью. Тут как кому удобно, кто как приловчился. Но мне кажется, все-таки этой кистью получается более тонкий вот этот френч. Не получается вот такого выпуклого объемного бортика, как, например, у меня это получается с тонкой кистью. Такой вот френч получился. Просушила я его 30 секунд. И перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Ну что скажете? Мистически? Похоже на звездное небо?
По-моему, очень красивый. Очень многие клиентки, кстати, его у меня облюбовали. Ноготок окончательно просушила 1 минуту и покажу второй вариант. Я обезжирила ноготок, так как бывает, что градиент, вот эти вот гель-лаки очень плотные, белый, черный, бывает линяют. И для этого ноготок следует обезжирить перед тем, как перекрывать матовым топом. Перекрыла я матовым топом с такими вот блестками крупными золотыми, просушила его 1 минуту. По-моему, очень красивое сочетание получается. Теперь добрались до самых космических. В качестве подложки ноготок перекрыт черным гель-лаком с шиммером, нанесла кошачий глаз. Теперь вот таким вот магнитом, круглым вот этим, круглой стороной, круглым магнитом делаю вот такой вот блик. По центру он получается пустой, как бы такой круг, просвечивается вот этот черный с шиммером, а вокруг яркий бирюзовый блик. Просушила 30 секунд, и теперь либо гель-краской плотной белой, либо плотным гель-лаком я прорисовываю белым гель-лаком. Кистью для подмалевков прорисовала, обтерла кисть, смочила ее в топе и уже этим топом как бы растушевываю вот этот вот контур. К центру это получается у нас планета, контур планеты. Растушевав к центру, просушила 10 секунд, то есть только зафиксировала в лампе, чтобы не растекалась эта прорисовка. Смешиваю топ и фиолетовую вот такую вот втирку. Этой втиркой прорисовываю как бы такие вот пятнышки, разводы хаотичные. Добавляю чуть-чуть белого гель-лака, также размываю его немножечко топом, чтобы это были такие плавные разводы. Ну что, по-моему, уже похоже на планету, на космос. Я фиксировала в лампе 10 секунд, и мне показалось, все-таки здесь не хватает бирюзового цвета, потому что перелив как раз вот этого кошачьего глаза от бирюзового до фиолетового. Поэтому я также смешала с топом бирюзовую втирку и сделала вот такие вот тоже разводы. Просушила дизайн 1 минуту. И так как нам дальше придется втирать втирку в ноготок, нам обязательно нужно промежуточно перекрыть топом. И этим топом выровнять. Я перекрываю глянцевым топом без липкого слоя, выравнивая ноготок, так как эта прорисовка от планеты все-таки имеет некоторую фактурность, некоторый объем. Просушила топ 1 минуту и теперь хорошенько шлифовщиком бафлю. Обтираю ноготок от пыли салфеткой, смоченной в обезжиривателе. Кстати, в матовом исполнении даже уже вот так очень красиво. А теперь сделаю вот этот золотой стемпинг. Я наношу черную гель-краску. Ссылки на название найдете в описании под видео. Аккуратненько снимаю, переношу этот орнамент, рисунок на штамп. И со штампа таким вот образом переката переношу на ноготок. Я, конечно, не профессионал пока в стемпинге, растыка, честным словом, но идея реально очень эффектная, очень бомбическая и не такая сложная, как может показаться. Я допечатала символ, кажется, скорпиона, излишки, салфеткой, смоченной в обезжиривателе, убрала. Мне нужен этот орнамент только вокруг планеты по самому небу. И сушу эту гель-краску ровно 1 минуту. Кстати, чем удобна гель-краска, ее можно отпечатать еще несколько раз. И здесь скорость совершенно не нужна. И теперь в просушенную эту гель-краску аккуратно аппликатором вот так вот отлично, идеально вглаживается втирка. И получается вот такой вот золотой металлический орнамент. Очень тонкий, реально как литье такое. По-моему, очень красивый и действительно стоящий результат, вариант. Я думаю, точно стоит приловчиться. А гель-краска мне нравится тем, что не нужна никакая скорость, как это с обычными лаками и красками, которые тут же высыхают. Я так и не приловчилась к ним. Я перекрыла ноготок глянцевым топом без липкого слоя и просушила 1 минуту. Следующий вариант. Также в качестве подложки черный гель-лак с шиммером. Перекрываю кошачьим глазом. Вот этим магнитом, маркером, палочкой делаю блик. Вот такой вот как бы наискосок он у меня получается по свободному краю, но по диагонали, как будто может быть хвост летящей кометы или что-то. Блик из уголка и по свободному краю. Просушила я гель-лак 30 секунд, обезжириваю ноготок, хорошенько тщательно бафлю шлифовщиком. Обтираю ноготок от пыли салфеткой, смоченной в обезжиривателе. И теперь буду делать стемпинг. Наношу черную гель-краску. В качестве скребка скрапера у меня обычная карта. Распределяю гель-краску, переношу рисунок, орнамент на штамп. Глядите, какой плотный, четкий, все мелкие надписи, все читаемо. Салфеткой, смоченной в обезжиривателе, обтираю лишнее с рисунка, то, что мне не нужно.
и переношу рисунок, примеряясь, чтобы он у меня, вот этот полукруг, шел как раз по изгибу моего вот этого блика кошачьего. Переношу. Вот этим мне и нравится гель-краска, тем, что можно подумать хоть 3 часа, куда переносить, и затем уже примериться и перенести. Я просушила гель-краску 1 минуту, аппликатором аккуратно вглаживаю втирку, излишки втирки смахиваю кистью. И получается вот такой вот красивый очень орнамент. И в матовом исполнении, кстати, тоже очень красиво. Я перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. Выравнивающий слой здесь не нужен. Просушиваю 60 секунд. В принципе, дизайн этот уже готов, самодостаточный, но у меня возникла идея, что можно выделить, например, символ стрельца и сделать его объемным и вот таким вот металлическим, как бы из проволочки, как будто он золотой. Я обрисовываю гель-краской для поверхностного дизайна без липкого слоя, повторяю этот символ, просушиваю ее 1 минуту и аппликатором аккуратно вглаживаю втирку. Излишки втирки обязательно смахиваю кистью. И получается вот такой вот объемный металлический элемент. Но я не учла, что одного этого элемента выделенного будет как-то недостаточно. Если бы он был по центру, это был бы уже законченный вариант. А так как он не по центру и есть второй такой же символ, то все же изначально стоило и стрельца, и козерога эти символы делать одинаково, прорисовывать и делать их объемными. Также просушила краску 1 минуту, вгладила золотую втирку, излишки смахнула. И теперь эту втирку мне необходимо закрепить. Для этого я прорисовываю, перекрывая эти символы глянцевым топом без липкого слоя. Я использую топ поплотнее, перекрываю, могу где-то продублировать этот топ. Промежуточно удобно просушить по несколько секунд. И до конца досушиваю дизайн 60 секунд, а затем излишки, остатки втирки убираю салфеткой, смоченной обезжиривателем. И еще один вариант. В качестве подложки также у меня черный гель-лак с шиммером. Обезжирила, хорошенько шлифовщиком забафила, вытерла его от пыли. И теперь буду переносить стемпинг. Также использую гель-краску черную. Наношу черную гель-краску на пластину. И у меня это обычная карта. Скрапером распределяю краску по пластине и затем переношу на штамп. Этот прямоугольный штамп очень удобный, хорошего размера, на него можно перенести большую площадь. И чем удобно еще эта гель-краска, отпечатать можно несколько раз, несколько рисунков. Излишки салфеткой смоченного обезжиривателя ненужного рисунка я сняла, отпечатываю на ноготок. Я отпечатала пока только созвездие, где-то чуть лишнего отпечатала, вытираю салфеткой смоченного обезжиривателя, промежуточно зафиксировала это созвездие 30 секунд на ноготке и теперь допечатаю вот этот зодиакальный круг. У меня такой символ льва. Замечу очень тонкие вот эти мелкие буквы, тонкая прорисовка и все читаемо, даже самые мелкие элементы очень четкие, хорошо видны. Просушила краску 60 секунд и теперь вглаживаю аккуратно аппликатором золотую втирку. Тем самым получается вот такой вот литой золотой металлический орнамент. Как вариант, здесь можно перекрыть глянцевым топом, но я уже показывала эти варианты и решила показать вариант перекрытия матовым топом. У меня матовый топ с такими крупными золотыми блестками. Я перекрыла, немножечко выровняла, просушила топ 1 минуту. В принципе, на этом этапе дизайн этот готов. Но я покажу еще одну свою идею. Как и в предыдущем дизайне, некоторые элементы можно выделить. Тем самым вот этот контраст создается замшевого бархатного ноготка с золотой тонкой прорисовкой. И если выделить, например, символ льва, я прорисовала вот этой гель-краской без липкого слоя. И крупные звезды также продублировала, прорисовала этой гель-краской, сделав их такими объемными. Просушиваю 1 минуту в лампе и после этого аккуратно вглаживаю золотую втирку. Тем самым получаются вот такие объемные золотые литые украшения. Теперь мне необходимо зафиксировать, перекрыть эту втирку и глянцевым топом без липкого слоя, достаточно густым, чтобы он не растекался, обрисовываю по 1-2 элемента, промежуточно просушивая 5-10 секунд в лампе. Таким образом прокрашиваю каждый элемент. Окончательно досушиваю топ 60 секунд
и салфеткой смоченного обезжиривателя вытираю от остатков стирки. Дизайн готов. Что скажете? Как вам такие идеи для маникюрчика? Давно хотела сделать в космическом таком галактическом стиле маникюр. А я также напоминаю, не забывайте ставить лайки, если это видео вам понравилось или было полезным, и подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. А еще очень рада обратной связи, вашим комментариям, пожеланиям на следующие интересные видео и, конечно же, критике, так как она меня развивает и помогает мне совершенствоваться. Спасибо за просмотр и до новых видео!